Всем привет! Сегодня мы проверяем лайфхаки из ТикТока. Глупые, странные, возможно, полезные даже иногда бывают. Вот как раз заодно проверим и оценим их полезность. Или не оценим. Матюша моется. Очень тщательно. Очень тщательный кот. Чихнул. И то, что Матюша сейчас чихнул, это знак вселенной, что нужно поставить лайк под этим видео прямо сейчас, чтобы поддержать наш канал. И написать комментарий, что Матюша милашка. И, кстати, как всегда, можете кидать ссылки, что мы еще можем проверить под это видео. И погнали проверять. Итак, с вами программа «Очумелые ручки», и мы проверяем первый лайфхак. My Asian mum-in-law just taught me this trick. Simply mix sparkling lemonade, pear salt, red vinegar, and bring it to boil. Once the juice cools down, it will become crystal clear jelly. В первом лайфхаке лимонад наливают в посудину, туда же сыпят соль, уксус и крошат грушу. Все это закипает, охлаждается и получается прозрачное желе. То есть идеально прозрачное желе. Я очень сомневаюсь, что это правда, ну и мы сейчас это проверим. Правда, заварим сейчас все это, а увидим в конце, потому что все это будет остывать. Пэти, Мэти, Кэти, погнали варить. Яромир. Заливаем лимонад и режем грушу. Интересно, при чем здесь груша? Если это сработает, я буду так удивлен. Все, запихиваем ее сюда. И теперь соль. Нифига непонятно, кипит она или это просто газ выходит. Соль где-то вот так, где-то на видео, даже, наверное, поменьше. Горсточка небольшая. Сыпем соль. О-о-о. И красный уксус виноградный. Туда же. Запах странный. А вообще я не понимаю. Я налил очень мало уксуса, а лимонад все равно стал розовым. Почему на видео он не стал розовым? Почему желе не было розовым? Странно. Ну и как сказано на видео, теперь нам нужно довести все это до кипения. Поэтому ждем. Интересно, как это будет на вкус. Подсоленный лимонад. Немножечко странно. Все прокипело, воняет ужасно. Не зря Матюша ушел. Фу. Как это перелить и не пролить? Я знаю как. Если вам нужно что-то перелить и не пролить, всегда есть тазик-стасик. Погнали. Розоватая какая-то получилась. Как в видео, добавим сюда грушку. Я не верю, что она застынет. Потому что застывать там, по идее, нечему. Может, я чего-то не знаю? Узнаем в конце видео. Почему такая розовая? И следующий лайфхак. На этом видео нам утверждают, что можно сделать икру, икринки желейные, из лимонада. Но в этой ситуации из колы. А также я видел из фанты, из спрайта, моркови, я не знаю, свеклы, чего угодно вообще. И по идее по тому же самому принципу сделана вот эта фейковая икра в магазинах. В общем, я думаю, что это абсолютно реально, потому что это обычное желе. Попробуем сделать. Если она получится, эта икра из колы, то это как детское шампанское. Только это детская икра будет. Но на самом деле вся икра своего рода детская. Чтобы это сделать, воспроизвести, у нас есть бутылка колы, у нас есть желатин, баклажечка и красивая ложечка. Красивая ложечка. Матюша боится всяких страшных звуков. Нет, ты даже не испугал. Какой смелый молодой кот. Красивый, знатный, да еще и смелый. Пипец вообще. Как мне повезло с котом. Наливаем сюда колы. Берем обычный желатин. Здесь написано, рассчитано на пол-литра жидкости. На пол-литра? Ну, здесь явно не пол-литра, здесь грамм 100, наверное. Аккуратненько. Сейчас нам нужно просто, чтобы весь желатин размешался с колой. Ну, это газ выходит. Нам нужно подождать минут 10, чтобы желатин успел набухнуть. Ждем 10 минут. Теперь в микроволновку. Его нужно чуть-чуть растопить. Желатин растопился, быстренько перемешиваем. Это обычное подсолнечное масло. Оно у нас немного простояло в морозилке. Нам сейчас нужно в шприц набрать вот эту колу с желатином горячую. И делать маленькие икринки прям вот сюда. Так пинг-пинг-пинг-пинг. Они охлаждаются, превращаются в желе. И все, по идее, должно работать. О, прикольно, икринки падают на дно. Матюш, не хочешь меня сменить? Я что-то уже устал. Матюш, как всегда, моется. На первый взгляд, как будто бы все идет хорошо. Надо продолжать, пока идет. Икринки чуть великоваты, надо чуть поменьше делать. А так все ок. О!
какая красота. Кто дурной кот? Кто любит масло? Матюша любит масло, красивый кот. У меня в запасе еще 2 стакана холодного масла, поэтому можно быстренько сделать еще и в них. Весь прикол в том, что желатин сейчас разогрет, при охлаждении он застывает. Ну и пока икринка спускается в масле вот так вот вниз, она охлаждается. И она, по идее, застывает в форме шара. То есть все как бы элементарно достаточно. И работать должно. Икры мы наделали, теперь осталось ее процедить. Бусь. И цедим. Давай, икра. Масло ушло вниз, а здесь у нас остается вроде икра как бы. Вау. И перекладываем в чашечку. И тадам! Это икра из Кока-Колы. Мэтт, теперь тебе Кока-Кола больше нравится? Она зернистая, она икорная. Каждую икорку можно взять отдельно. Офигеть просто. Реально настоящая икра из колы, всего лишь из желатина и колы. На то, чтобы это сделать, у нас ушло, минут 10. Стоит ли оно того? Давайте попробуем. Матюня. На вкус получилось как желейные мишки. То есть даже не желейные мишки, а вот эти вот желейные бутылочки Кока-Колы. Не то, чтобы я готовил это каждый день, но иногда просто ради веселья можно приготовить. Так что этот лайфхак работает, полезность его достаточно высока, можно кого-то удивить. И следующий лайфхак тоже около кулинарный. Как быстро почистить картошку. Нам утверждают, что если закинуть картошку с бритвой в коробочек и вот так вот потрясти, то она почистится. Ну, не очень правдоподобно, но мы это проверим, конечно же. Для этого у нас есть картошка, немножечко уродливая, но ничего страшного, это на результат никак не повлияет. У нас есть контейнер, и у нас есть безопасные бритвы. Мы закидываем в контейнер картошку. Настоящая картошка. Блин, я как фокусник, типа, настоящая картошка, убедитесь. И лезвие. Защиту сняли. Закрываем и трясем. Кто бы сомневался. Матюш, это просто картошка. Она на тебя не нападет, не переживай. И проверяем. Картошка как была уродливая, так и осталась уродливая. Но а лезвие, естественно, ничего даже не задело. У меня зритель появился, посмотрите. Мы снимаем это в студии с живыми зрителями. Матюша, как тебе представление? О боже, вы смотрите на это милое создание. Для чистоты эксперимента мы положим сюда не одно лезвие, а вот сколько есть. Точно так же накрываем их и начинаем трясти. Мэтти, Матвей, я трясу, не бойся, ничего с тобой не случится. Картошка осталась прежней, зато мы на 100% знаем, что вот эта штука никогда таким способом не почистить картошку. И это фейк! Ты пока сам не проверишь, доверять не стоит. Да, Патюшах? И следующий лайфхак. Буся, Коржик, у нас тут абсолютно безумная дичь. Самый безумный и тупой лайфхак за всю нашу историю съемки. Хочешь поучаствовать? Красноречиво. На этом видео мужик засовывает лампочку в шарик, надувает его и вкручивает в лампу. Зачем? Я не знаю. Я согласен, он безумный, но он веселый, так почему бы его и не повторить? Возможно, после того, как мы это сделаем, эта кухня преобразится и станет царской. Прям вот величественной. Нам для этого нужны лампочки, и кажется, я знаю, где их взять. Шарики у нас есть. Матюнь, бусица не шарик. Лампочки мы достаем вот отсюда. Лампочки. Смотрите, какой он любопытный, любознательный. Нам нужно засунуть эти лампочки в эти шарики. Как бы это не было безумно. Это не наши безумные идеи. Это чужие безумные идеи, которые мы проверяем. Мэтти, вот твои бы лапы мне сейчас понадобились для помощи. Может, сам попробуешь, Матюш? Я выкрутил 3 лампочки ради этого. Шарик порвался. Это все похоже на фейк. Попробуем еще один. Короче, какая-то проблема с этими шариками. Нет, издевательство. Как говорится, нет, значит нет.
Очевидно, что это фейк, это невозможно, это все компьютерная графика и масонский заговор. Перед тем, как перейти к следующему лайфхаку, мы с Матюшей подумали, что мы так просто не сдаемся. Если лампочка не помещается в эти шарики, то она поместится в шарикозаменитель. Пожалуйста. По крайней мере, мы примерно увидим то, что увидел этот человек. Для пущей красоты мы вот это закидываем внутрь, сюда вставляем лампочку, надуваем. Вот это уже очень похоже на то, что мы видели на видео. Вкручиваем на место. И включаем свет. Надо было просто сразу переходить к следующему лайфхаку. В этом лайфхаке нам показывают, что можно сделать лапшу из яйца, используя просто шприц. Давайте проверим. Яромир, вы знакомы. Яйцо и шприц. Обычный шприц. В сковороду наливаем воду и ставим на сильный огонь, чтобы она закипела. Мэтя, как ты пояснишь положение своей лапки? Как тебе легко отвлечь? Для начала нам нужно пробить это яичко. Воспользуюсь ножом. Готово. И... А неплохо получилось. Я думал, будет только один белок или один желток, а они смешались. В общем, первая часть видео достаточно правдоподобна. И вода закипела, можно пробовать делать лапшу. Поехали. Равномерно. Так, можно газу чуть-чуть прибавить, попробовать. Потому что пока все расплывается. Кстати, вот это белок, сейчас попробуем с желтком, что получится. Вот и желток пошел. О, вот это уже ближе к теме. Оп. А теперь вылавливаем и смотрим, что получилось. Матюш, хочешь посмотреть, что вышло? Я тут без тебя лапшички наварил. И теперь мы все это вылавливаем. Ладно, проще это будет в раковину слить. Почему-то сито не хочет работать как мега-шумовка. Угадайте, что у нас получилось. Получилась ли у нас лапша? Яичные лапшички? Не похоже это нифига на лапшу. Выглядит все совсем не так, как на видео. Даже если брать отдельный желток, вот они, кусочки отдельно желтком. Даже если брать отдельный желток, это все равно совсем не похоже на то, что на видео. Очевидно, что видео фейк. Пересмотрев несколько раз, можно увидеть, что там есть склейка, где яйцо меняют на лапшу. Никакой полезности, естественно, этот лайфхак не несет. И мы с Матюшей очень ждали результат лайфхака с грушей и лимонадом. Даже когда я открыл холодильник, я смотрел вот так вот, чтобы не видеть, что там происходит. Оно так колышется, что пока непонятно, вообще желе это или жидкость, поэтому просто перевернем стакан, как на видео, и будь что будет. А я уже почти поверил. Выглядело как желе. Матюше пофигу. Хоть попробуем грушку. Это невкусно. И какой странный этот лайфхак. Я сначала вообще не верил, что он сработает, а потом в какой-то момент он заставил меня поверить в себя. А потом взял и разочаровал. Я даже чуть-чуть расстроился. Все как в жизни. Сегодня мы проверили 5 лайфхаков. Некоторые из них были полезными, некоторые были настоящими, некоторые были не настоящими, некоторые были безумно тупыми. Все как всегда. Зато все это было весело, это самое главное. И сейчас мы проверим бонусный лайфхак. Вот он где-то здесь сейчас. Если чуть-чуть понажимать ему на пипку, чуть-чуть, то он обязательно чихнет. Как вы слышали, человек нам утверждает, что если котику пипнуть на пипку носа вот так вот несколько раз, он чихнет. У нас есть Матюша, у нас есть его прекрасный розовый нос. Давай. Пип, 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 пип. Рабочесть этого лайфхака под вопросом оставляем. Матюша безразлично. И спасибо, что были с нами. Обязательно поддержите нас, поставив лайк под этим видео и написав комментарий. Также можете писать, что мы еще можем проверить. Спасибо, что были с нами. Пока.